Здравствуйте, Овны! Сегодня мы с вами делаем наш очередной таро-прогноз. Расклад на сентябрь месяц по 4 неделям месяца. То есть на каждую неделю мы достанем по одной карте из сначала первой, затем второй колоды. Посмотрим на те сочетания карт, которые у вас выпадут. Напоминаю вам, что это общий таро-прогноз, что он не персональный, не личный. Но думаю, что большинству из вас он подойдет, будет перекликаться с непосредственно вашей ситуацией. Надеюсь, расклад будет хорошим, позитивным. Давайте посмотрим, каким он получится именно в нашем случае для тех овнов, которые сейчас это видео смотрят. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал. Также можете оставить лайк, сообщение под этим видео. Буду очень-очень рада такой обратной связи с вашей стороны. Не забудьте также поделиться этим видео с кем-нибудь из ваших знакомых овнов, если вы считаете, что им этот расклад подходит. Если вы считаете, что он резонирует с их непосредственной ситуацией. Хотя опять-таки узнать об этом, наверное, можно будет ближе к середине месяца, потому что иначе сопоставить очень будет сложно, да, потому что еще события не произошли. Итак, давайте посмотрим, овны, что происходит у овнов. 4 недели сентября. Начнем мы с первой колоды. Первая неделя. Вторая неделя. Третья неделя. Четвертая неделя. Кстати, по-моему, у львов, может быть, у кого-то важная фигура лев в вашем общении, у львов вот на 3-й неделе была карта дьявола. Можете посмотреть их расклад, может быть, что-то там есть схожее с вашей ситуацией, если вы общаетесь с человеком знака лев. Итак, овны, давайте посмотрим дальше. Первая неделя. Вторая неделя. Третья неделя. Четвертая неделя. Что здесь у нас есть? Первые карты, которые есть, это 4 кубков с 10 мечей. 10 мечей здесь называется крах, разрушение, рушение каких-то ситуаций, может быть, некомфортной для вас ситуации. И здесь может быть благая весть в том плане, что, да, возможно, по 4 кубков вам предлагается какая-то хорошая возможность, которая позволит закрыть что-то для вас некомфортное, что-то, что вызывает отчаяние, стресс, какие-то переживания, потому что тут кубки стоят перед ним, он с сожалением на них смотрит, они не удались, они как будто бы не реализовались так, как он хотел, то есть какие-то есть ситуации, которые не оправдали себя, он обижен на них, и они вгоняют в апатию, потому что не так вы получили, не то получили, что вы хотели, но вам дается хорошая возможность здесь что-то поменять. И от вас лишь зависит, примете вы ее или нет. Вы можете испытывать неуверенность в этом отношении, то есть думать, что, может быть, она не для вас или вам не стоит ее принимать, но, скорее всего, это то, что нужно рассмотреть всерьез, потому что здесь вам нужно иметь больше уверенности в своих силах, возможностях и больше уверенности в том, что вы справитесь с тем, что вам здесь дается. Действительно, какая-то хорошая возможность может приходить, и она завершит вот эти негативные ситуации, которые были в прошлом. Карта 2 пентаклей с императором показывает, что в этом вот всем хаосе, что будет на 2-й неделе сентября, вы умело справляетесь с теми событиями, которые у вас здесь есть, и по императору умеете брать в свои руки, да, свою жизнь, управлять ситуацией, умело планировать события и занимать такую лидерскую позицию здесь, авторитетного, амбициозного лидера, который здесь умеет руководить окружающими, если это необходимо, правильно расставляет приоритеты, если это также необходимо, потому что по 2 пентаклей вы как будто бы балансируете, стараетесь в этом хаосе разобраться правильно, что сделать в первую очередь, что можно сделать потом, то есть не потерять этого баланса.
баланса, не упустить ничего из виду. Вот она, двойка пентаклей. Также здесь вы стараетесь умело регулировать свои эмоции, которые могут сильно колебаться. Могут быть поездки, вы куда-то могли бы здесь ехать, да, здесь поэтому двойка пентаклей с императором. Император — это, в принципе, ваша карта, Овен. Следующая карта — карта Козерога. Может быть, общение с Козерогом, хотя, как я говорила, у Львов выпадала на 3-й неделе эта карта. Карта дьявола, и здесь же она выпадает с 4 мечей. То есть она выпадает с картой, говорящей о том, что нужно сделать паузу, нужно сделать отдых. Возможно, нужно сделать какой-то отдых от ситуации, которая загоняет вас в тупик, и которая как-то вас обременяет или как будто сковывает вас цепями. Возможно, вам здесь нужно будет немножечко действительно отдохнуть от вот этого дьявола, соответственно. Здесь также нужно будет сделать паузу, если вам нужно будет как будто бы, вот знаете, как если вы чего-то очень сильно хотите, жаждете, желаете, то здесь не нужно торопиться, сломя голову, бежать, мчаться и достигать того, что вы здесь задумали. То есть нужно сделать сначала паузу, разобраться в своих дальнейших шагах и только потом приступать к этим действиям. Карта 4 мечей также показывает еще и ситуацию, где вас вынужденно заставляют отдохнуть, где вы, возможно, вынужденно должны там взять на неделю отпуск, допустим, потому что не можете по каким-то обстоятельствам, которые вас сковывают, да, ограничивают, не можете здесь заниматься теми делами, которые планировали, допустим. Нужно сделать паузу, отдохнуть. Дальше есть карта Иерофанта и двойка жезлов. Иерофант — это традиционная семья, брак и все, что связано с каким-то привычным, устоявшимся, традиционным в нашем обществе, в нашей жизни. И вместе с двойкой жезлов здесь может быть какой-то выбор, связанный с вашей семьей. Возможно, вы здесь занимаетесь тем, что по двойке жезлов как будто проявляете интерес в отношении того, что происходит там в кругу вашей семьи, ваших родственников, но при этом стараетесь не сильно влазить в жизнь ваших родных и близких, то есть просто как интересуетесь. Может быть, вам не хватает даже должной теплоты в том союзе, в семье, той теплоты, которую вы бы хотели. Кстати, кто-то может быть и на расстоянии, потому что двойка жезлов, он смотрит вдаль, да, и Иерофант — это семья, то есть семья на расстоянии или отношения с близкими вам людьми, но как будто на расстоянии. Может быть, вы с ними переписываетесь, созваниваетесь на расстоянии, что-то о них узнаете. Также двойка жезлов — это, в принципе, знаете, как интерес, который вы проявляете в том, чтобы что-то, может быть, изучить по Иерофанту или с каким-то учителем-наставником общаться. По двойке жезлов, опять-таки, вы как будто бы интересуетесь тем, что он вам посоветует, что он вам скажет, поэтому двойка жезлов, и взвешиваете какие-то варианты, думаете, какой из них будет лучше, оставить тот, что есть, или воспользоваться каким-то новым предложением, возможностью, которая вам здесь предлагается. То есть вот как будто бы балансируете, думаете, опять-таки. Может быть, и вы выступаете в роли учителя, наставника здесь. Если вы кого-то чему-то обучаете, то по двойке жезлов активно пытаетесь разобраться в происходящем, в ситуации или в жизни этого человека, чтобы дать, соответственно, хороший совет или научить правильно этого человека, исходя из той ситуации, в которой он находится. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для овнов мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого.